Утро в национальном парке Great Smoky Mountains дышало сыростью и запахом прелой хвои. Октябрь уже успел перекрасить кроны вековых деревьев в агрессивные, кричащие цвета — багряный, охра, лимонно-желтый. В такие дни парк привлекал сотни туристов. Но Джеймс приехал сюда не ради праздных прогулок. Профессиональный фотограф-натуралист, он охотился за кадрами, которые обыватели видят лишь на обложках глянцевых журналов о географии. На лесной дороге, петляющей между пологими холмами, стояла тишина, изредка нарушаемая далеким рокотом автомобильных двигателей. Воздух был настолько чистым, что казался осязаемым. Джеймс припарковал свой автомобиль на обочине и пошел пешком вдоль узкой полосы асфальта, внимательно вглядываясь в чащу. Его тяжелая зеркальная камера с массивным длиннофокусным объективом покоилась на плече. Это был инструмент, позволяющий заглянуть в глаза дикой природе, оставаясь при этом сторонним, незаметным наблюдателем. Внезапно кусты на обочине зашевелились, и на открытое пространство, прямо к асфальту, вышел молодой самец оленя-вапити. Его шерсть лоснилась, а рога, хоть еще и не достигшие максимального, устрашающего размера взрослого вожака, уже имели несколько острых отростков. Для фотографа это был подарок судьбы. Вместо того, чтобы снимать сквозь плотную листву, он получил чистый, открытый ракурс. Джеймс принял решение моментально. Чтобы не выглядеть в глазах зверя высокой, угрожающей фигурой, и чтобы поймать наиболее драматичную нижнюю точку съемки, он опустился прямо на землю. Сев на травянистую обочину у самой кромки асфальта, он вытянул ноги и припал к видоискателю. Через стекло объектива олень казался величественным памятником дикой Америки. Но Джеймс совершил классическую ошибку человека, слишком поверившего в свой опыт. Он недооценил непредсказуемость зверя, у которого в самом разгаре был период осеннего гона. Молодой вапити не испугался. Напротив, появление странного шуршащего существа в камуфляжной куртке и панаме вызвало у него живой, почти осязаемый интерес. Вместо того, чтобы продолжить свой путь вдоль леса, олень повернул голову и сделал уверенный шаг в сторону Джеймса. Копыта мягко ступили на траву. Джеймс почувствовал, как внутри него все сжалось, когда в видоискателе вместо общей панорамы животного внезапно оказалась лишь его массивная, покрытая короткой шерстью морда. Фотограф медленно опустил камеру от лица. Олень стоял уже в 2 шагах. Бежать было некуда. Сзади открытая трасса, по которой в этот момент начали медленно проезжать первые утренние автомобили. Любое резкое движение, попытка вскочить или закричать могли спровоцировать зверя на моментальную атаку. Вапити наклонил голову. Его черные, лишенные человеческого выражения глаза оказались на одном уровне с глазами Джеймса. Мужчина почувствовал резкий мускусный запах дикого зверя и его горячее влажное дыхание. В следующую секунду олень сделал то, чего Джеймс никак не ожидал. Он уперся рогами прямо в камуфляжную панаму фотографа. Это не было случайным прикосновением. Молодой самец, ведомый бушующими гормонами, искал объект для тренировки перед настоящими боями за гарем. Сидящий на земле человек, который опустил голову и сжался, в понимании оленя принял позу вызова. На языке жестов копытных наклоненная контора означает только одно — «Я готов к спаррингу». Животное приняло этот невольный вызов. Ситуация превратилась в кошмар наяву. Олень начал методично и настойчиво бодать Джеймса. Толчки были не просто сильными, в них чувствовалась масса полутонного тела. Острые костяные отростки рогов скребли по ткани панамы, упирались в затылок и плечи мужчины. Джеймс проявил невероятное, граничащее с безумием хладнокровие. Он сгруппировался так сильно, как только мог, вжал голову в плечи и закрыл лицо руками, в которых по-прежнему была зажата дорогая камера. Он понимал, что если он сейчас попытается удалить оленя или оттолкнуть его, тот пустит в ход передние копыта, удары которых способны расколоть череп, или нанесет глубокие колотые раны рогами.
Олень отходил на полшага назад, словно примериваясь, а затем снова шел в атаку, вонзая рога в макушку фотографа. На заднем плане начали останавливаться машины. Водители и пассажиры, шокированные происходящим, не решались выйти. Темный внедорожник замер прямо на полосе. Человек, стоящий в люке автомобиля, с ужасом наблюдал за тем, как дикий зверь буквально втаптывает человека в землю. Люди понимали, крики или попытка прогнать оленя автомобильным сигналом могут напугать его, и тогда его движения станут хаотичными и смертоносными для Джеймса. Джеймс пытался медленно, на сантиметры, переставлять ладони по траве, уползая назад. Но Вапити не отпускал свою игрушку. Он делал шаг вслед за мужчиной, снова наклонял шею и продолжал давить. Мужчина чувствовал, как под весом животного у него начинают затекать ноги, а шея едва выдерживает постоянное монотонное давление кости. Камуфляжная куртка трещала по швам, но плотная ткань пока удерживала остроту рогов. Проходящие мгновения для Джеймса слились в одну сплошную полосу страха и напряжения. Каждый раз, когда олень на секунду поднимал голову, чтобы осмотреться по сторонам, фотограф надеялся, что кошмар окончен. Он осторожно приподнимал лицо, поправлял сбитую панаму и пытался оценить обстановку. Но стоило ему пошевелиться, как Вапити снова воспринимал это как продолжение борьбы. Животное возвращалось, и все начиналось сначала. В какой-то момент олень начал действовать более агрессивно. Он не просто давил, он начал делать резкие выпады, словно пытаясь поддеть человека и перевернуть его на спину. Джеймс изо всех сил удерживал равновесие, понимая, что если он окажется на спине, его грудная клетка станет абсолютно беззащитной перед копытами зверя. В его голове пульсировала только одна мысль — только не падать, только бы выдержала шея. Автомобильный затор на дороге рос. Олень уже не обращал внимания на заведенные двигатели, на вспышки фар и на людей, которые снимали происходящее из окон. Для него в этот момент существовал только этот странный, упрямый противник на обочине, который не убегал, но и не признавал своего полного поражения. Когда казалось, что силы фотографа окончательно иссякли и очередной сильный толчок опрокинет его на асфальт, к месту происшествия подоспела помощь. Рейнджер национального парка, патрулировавший трассу, заметил скопление машин. Опытный специалист сразу понял, что жизнь человека висит на волоске. Рейнджер не стал использовать шумовые гранаты или оружие, чтобы не спровоцировать панику у зверя. Действуя строго по инструкции, он вышел из своего автомобиля и решительно направился прямо к оленю. Его фигура во весь рост, уверенная походка и резкие доминантные жесты заставили Вапити отвлечься. Олень вскинул голову, оценивая новую, гораздо более крупную и опасную фигуру, которая шла на него без тени сомнения. Этого секундного замешательства хватило. Олень сделал несколько шагов назад, уступая дорогу человеку, который вел себя как истинный вожак. Джеймс, почувствовав, что давление исчегло, мгновенно сориентировался. Оставив на секунду свои вещи, он поднялся на ноги, его колени дрожали, а координация была нарушена из-за длительного физического напряжения и стресса. Рядом притормозил белый кроссовер, водитель которого быстро открыл пассажирскую дверь. Джеймс, шатаясь, подобрал с земли свой штатив и рюкзак, которые валялись в траве, и поспешил к машине. Оказавшись на заднем сиденье и захлопнув дверь, он наконец-то оказался в полной безопасности. Белый автомобиль плавно тронулся с места, увозя фотографа подальше от места, где он едва не расстался с жизнью. Через некоторое время после того, как Джеймс покинул территорию парка, видеозапись его инцидента оказалась в сети. Соцсети взорвались. Ролик, на котором человек проявляет ледяное спокойствие под ударами рогов полутонного зверя, за сутки набрал сотни тысяч просмотров. Журналисты местных и федеральных каналов начали обрывать телефон фотографа, требуя интервью. Сам Джеймс сидел в своей гостиной, тупо уставившись в экран телевизора, где раз за разом прокручивали те самые кадры его жизни. Его тело ныло. Плечи и спина покрылись огромными черными синяками,
следами от костяных отростков. Камуфляжная куртка, спасшая ему жизнь, лежала на полу. На ее плечах ткань была истончена и стерта до дыр. Когда он опустил рога ко мне, рассказывал Джеймс журналистам некоторое время спустя, у меня не было времени думать о кадрах или о камере. Я думал только о том, как сохранить свои жизненно важные органы защищенными. Я держал голову опущенной. Теперь я знаю, что это была ошибка. Олень принял мою позу за готовность к бою, за сигнал, что я вступаю с ним в гон. Я был напуган до смерти, особенно когда он начал отходить и снова бросаться на меня. Биологи парка использовали это видео как жесткое предупреждение для всех любителей дикой природы. Они объяснили, что этот молодой вапити страдал от так называемого привыкания к людям. Туристы слишком часто подкармливали его на обочинах, из-за чего животное потеряло естественный страх перед человеком. В период гона эта потеря страха превратилась в смертельно опасную агрессию. Животное больше не видело в человеку чужака. Оно видело в нем соперника или источник еды, который можно подчинить силой. Прошел целый год с того памятного осеннего утра. Для многих пользователей интернета это видео стало лишь очередным минутным развлечением в ленте новостей, но для Джеймса оно изменило все. Он долго не мог заставить себя вернуться к съемкам крупных животных. Каждый раз, когда он видел оленя даже на безопасном расстоянии, его сердце начинало стучать в том самом бешеном ритме, а плечи непроизвольно сжимались, вспоминая тяжесть костяных рогов. Но настоящий фотограф не может жить без леса. Джеймс вернулся в Great Smoky Mountains ровно через год, когда холмы снова покрылись золотом. Но теперь он был другим человеком. Он больше никогда не садился на землю перед диким животным. В его багажнике лежал новый, сверхмощный супертелеобъектив, который позволял снимать оленей с расстояния, на котором они даже не подозревали о присутствии человека. Стоя на безопасном расстоянии от опушки, Джеймс сквозь оптику увидел того самого самца вапити. За этот год олень заметно раздался в плечах. Его рога стали массивнее и темнее, превратившись в настоящую корону лесного короля. Он больше не искал контактов с машинами на дороге. Он стоял посреди высокой сухой травы, охраняя свой гарем, и его трубный, мощный рев разносился над долиной, заставляя замирать все живое вокруг. Джеймс сделал несколько снимков. Животное на фотографии выглядело свободным и по-настоящему диким. Фотограф улыбнулся и опустил камеру. Этот длинный и опасный путь научил его главному. Дикая природа не нуждается в нашем приближении. Она требует нашего уважения и права оставаться дикой, за чертой, которую человек никогда не должен переступать ради красивого кадра.